Сегодня тестируем снегоступы Алексика Аляска длиной 64 сантиметра и шириной 20 сантиметров. Они похожи на Алексика Юкон, но поменьше. Рама сделана так же, как и Алексика Юкон, из алюминиевого сплава 60-61. Полотно из полиэтилена высокой плотности. Крепление. Задний ремешок. Застежка Fastex, как мы привыкли. Сзади есть подпяточник для подъемов в горах. Маркированные они. Есть левый, есть правый. Вот на задних хлястиках. Кошки. Задние из нержавейки. Передние тоже из нержавейки. У Алексика Юкон они сделаны из алюминиевого сплава. Здесь, мне кажется, лучше из нержавейки. Застегивается Алексика Аляска. Принцип действия основан на храповом механизме. Так же, как у сноубордистов. Очень удобно. Задний ремень затягивается тоже. Вторые. Расстегивается тоже в одно движение. Нажатием там на кнопочку, которая отпускает собачку храповика. Все. Могу показать, как расстегивается? Давай покажи, как расстегивается. Нажала на кнопочку и все. Все очень легко. Есть поворотный механизм шарнирный. Вот он для удобства ходьбы. Прорезь для того, чтобы носок стопы мог туда уходить вниз. Рассчитаны на размер до 46-го. Застежки на Алексика Аляска и Алексика Юкон отличаются. На Алексике Юкон ремни застегивается все одним движением. Раз и все. И застегнул. Расстегивается тоже одним движением. Ослабил. Все. Различие снегоступов по длине. Алексика Юкон длиной 76 сантиметров, а Алексика Аляска длиной 64 сантиметра. Алексика Аляска для людей весом до 75 килограмм, а Юкон весом от 70 и выше. Тест снегоступов Аляска на плоском рельефе, снега примерно по колено, собственный вес испытателя примерно 64 килограмма, с рюкзачком и в одежде 70-72. Видно, что в снегоступах быстрее и менее энергозатратно. Сам тоже прошел в Алексиках Аляска по этому участку. Мой вес где-то 79 килограмм. Вроде ничего, но все-таки провалился. Поэтому я себе взял Алексика Юкон. Идем в снегоступах. Снег не глубокий, по колено, но в снегоступах вообще хорошо. Ира впереди идет. Она первый раз идет, я второй. Говорит, очень удобно. Все, так и идем вверх, в снегоступах, по целине.
по сосновому лесу. Нет, пока еще смешанный. Дальше он станет просто сосновым бором чистым. Очень удобно. Приятно идти. Ира идет на своих алясках. Сейчас потестируем снегоступы Алексика Аляска. Замеряем глубину снега. Так, вытаскиваем. Ну, больше, чем по колено. Да, больше, чем по колено. Ага. Все, давай вперед, я буду идти параллельно. Ну, хорошо. Отлично, держит сверху пухлячок, под ним наст. Снег вчера шел и позавчера, да, по-моему? Да. Вот, отлично. Здесь подъемчик такой хороший. Теперь в этом же месте без снегоступов. Ну, вниз, правда. Проваливаешься по колено. Да, проваливаемся по колено. Ну, сейчас вверх пройдешь, да? Вниз-то легко идти. Ну, да, вот идет провал по колено. Идем по целине. Здесь чувствуется глубокий снег. Идем в сторону хребта, гребня, который идет к Кокжайляу. Да, сейчас бы проваливались здесь. Мама, не горюй. Красота кругом. Сосновый бор. Поднимаемся все выше и выше. Скоро закончится лес. И начнется очень-очень крутой подъем. Попробуем. Посмотрим, как наши снегоступы поведут себя на крутом склоне. Обязательно, конечно, с подпяточниками пойдем. Закончился густой лес. Начинается очень крутой подъем в сторону тропы на Кокжайляу. Сейчас проверим, как снегоступы себя поведут на крутом подъеме. Поставили подпятники. Они должны нам облегчить подъем. Снег все так же по колено. Ну, мы проседаем слегка. Вот. Крутой очень подъем. Очень крутой подъем. И здесь такие надувы пухляка, что и в этих снегоступах хорошенько проваливаешься. Ну, в ботинках, наверное, вообще было бы здесь нереально. Так, нашли вроде место, где поудобнее подниматься. И приходится все равно типа ступенек набивать таких. Даже в снегоступах. Иначе едешь, в некоторых местах и проваливаешься хорошенько в них. Вот надувы какие здесь снежные. Палка полностью ушла. Вот. Глубина снега вот такая. Да, здесь, да, почти по пояс здесь снег. Ну и в снегоступах проваливаешься. Сейчас покажу, на какую глубину. Ну вот на такую глубину. То есть где-то по середину колена проваливаешься в снегоступах. Ну еще подъем.
идти, честно говоря, очень тяжело. Но если бы шли в ботинках, вообще бы не прошли бы. Потестировали на крутом подъеме. Ну, что сказать, здесь такие надувы, пухлый снег. Ну, тяжело идти, приходится прям зарубаться. А глубина почти по пояс здесь. Спускаемся лесенкой. Так нереально спускаться носками вперед. Так вот здесь лесенкой спускаемся. Очень крутой подъем. Погуляли, теперь обратно. Но сейчас посмотрим вниз, как они себя поведут на небольшом спуске. Сегодня здесь солнышко так и не взошло. Свет такой рассеянный. Ну, красивое ущелье. Каин. Сейчас на этом крутом спуске по своим следам без снегоступов. Ничего. Проваливаюсь хорошо. А теперь по целине. Сейчас по целине на этом крутом спуске. О! Да, больше, чем... Не по пояс, конечно. Глубоко. О, да, посередину бедра где-то уходишь. Местами больше, чем по колено, местами середину бедра. Так. Спуск стал более пологим. Я одел снегоступы и нормально носками вперед в них идти. Да, кошки здесь цепляются хорошо. А вот когда крутой горный склон, там все-таки надо лесенкой. Здесь вот иду. Здесь уже совсем, конечно, не проваливаешься. Здесь уже, считай, 3 снегоступов прошли. 2 вверх и 1 вниз. У нас перекус. Распогодилось, вернее, солнышко встало. Что у нас есть? Курино-кабачковые котлеты, бутеры с перцем и баклажанами. Булочки очень вкусные, синнабоны. Очень-очень вкусные. И, конечно, чай. Всем приятного аппетита. Резко заканчивается сосновый бор и начинается зона садов, прилавки. Скоро снимем снегоступы. Здесь уже снег мелкий. Все, пошла натоптанная тропа. Снял снегоступы. И вот на кошках налип такой ком. Чувствовал, что-то тяжело идти. Но снег стал достаточно мокрый и налипает. А если совсем будет мокрый, совсем будут тут шары такие. Ого! Ну от этого никуда не денешься. Спускаемся вниз. Потестировали снегоступы. Сейчас уже идем без них. В ботинках, по тропе. Что сказать? Лексика, Аляска неплохие. Снегоступы.
Хорошо держит на снегу. Легкие. Правда, на крутом склоне горном свыше где-то градусов 30, под 40 уже начинает проскальзывать. Особенно на склоне, где на голом склоне, где надуло очень много снега. Сплошной пухляк. Там даже и проваливаешься по колено. Но в целом хорошие, нам нравится. Не панацея, конечно. Но будем дальше ходить. Всем пока. Ходите в горы и зимой, и в снегоступах.